В Минске проходят массовые обыски по делу Координационного совета. Верховный суд оставил приговор Эдуарду Бабарико без изменений. Лукашенковская пропаганда угрожает Польше полонезом, а стоимость обучения в белорусских вузах начнет расти уже в декабре. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Ну а мы начинаем. Ну а начнем мы, пожалуй, с новости о том, что Верховный суд оставил приговор Эдуарду Бабарико без изменений. Напомню, что Эдуарда Бабарико осудили на 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима и выдали штраф в размере 5000 базовых величин. Это около 185 тысяч белорусских рублей. А вот обвинили его в уклонении от уплаты налогов, пособничестве в оказании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и пособничестве в организации умышленных действий, направленных на возбуждение вражды и розни по признаку социальной принадлежности. При этом Бабарико в счет отбывания наказания не были засчитаны 1,5 года нахождения в СИЗО КГБ. Сначала он находился под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов, максимально допустимый срок в 18 месяцев. А вот после этого было возбуждено новое уголовное дело по другим статьям. Министр МВД Литвы заявила, что в этом году отказали во въезде 600 гражданам Беларуси. По словам Агни Белотайты, в этом году в Литву приехали работать 50 тысяч иностранцев. В основном это граждане Беларуси, Узбекистана, Украины и Киргизии. Растет также число иностранцев, прибывающих из Таджикистана, Казахстана и Азербайджана. По ее словам, у 411 граждан Беларуси был аннулирован вид на жительство, а 562 по той же причине было отказано в выдаче временного вида на жительство. Приведу цитату. В этом году Служба охраны государственной границы отказала во въезде в Литву 527 гражданам России и 600 гражданам Беларуси по причине угрозы национальной безопасности. Это свидетельствует о том, что принятые нами ранее решения и ограничительные меры действительно приносят свои плоды, заявила Белотайте. В Минске проходят массовые обыски по делу Координационного совета. Как стало известно сегодня утром, силовики пришли с обыском по месту прописки экономиста Сергея Чалова. В пропагандистских каналах опубликовали фото его квартиры с разбросанными бутылками, мусором и бейджиками с именем аналитика. Павел Латушко, в свою очередь, сообщил об обысках в своем доме и у других членов команды Народного антикризисного управления. По его словам, обыски происходили одновременно и массово и затронули многих представителей демократических сил Беларуси. Также силовики пришли по месту прописки главы Руха за свободу Юрия Губаревича. Однако ничего найти им не удалось. По словам политика, он предполагал такое развитие событий, поэтому распродал все свое имущество еще в конце 2021 года. Как сообщает правозащитный центр «Весна», обыски по делу о выборах в Координационный совет проводятся по измене государству, экстремизму и ряду других уголовных статей. На имущество проходящих по этому делу наложен арест. А вот инициатором этой заварушки стал генпрокурор Андрей Швед. Стоимость обучения в белорусских вузах начнет расти уже в декабре. Об этом заявил так называемый министр образования Иванец. По его словам, рост составит от 3 до 17% в зависимости от специальности. При этом Иванец отметил, что каждый вуз будет принимать решение о повышении цены самостоятельно. А вот что касается распределения платников, то, как и прежде, пока речь идет только о тех студентах, которые поступят в следующем году. Зачистки на Гомельщине. В Барановичах после суток не вышел на свободу правозащитник. Среди задержанных в Гомельском регионе известный активист и 2 рабочих НПЗ. Как стало известно, одного из рабочих Мозырского НПЗ задержали за участие в протестах в 2020 году и сняли пыточное видео, заставив встать ногами на бело-красно-белый флаг. Также вчера в Будо-Кошелевском так называемом суде состоялся процесс над гомельским активистом Анатолием Поплавным. Обстоятельства его задержания, судебного процесса и приговор пока неизвестны. А вот в Барановичах после 15-суточного ареста на волю не вышел правозащитник Александр Войтишек. Мужчина должен был выйти еще 24 ноября. Ну и напоследок, лукашенковская пропаганда угрожает Польше полонезом. Лукашистское издание «Белта», ссылаясь на заметку в американском журнале Military Watch о принятии на вооружение военных сил Республики Беларусь комплекса Полонез-М, трубит о том, что американцы назвали его самой опасной реактивной системой залпового огня в Европе. Однако редакция журнала сделала это, опираясь на заявленные Госкомвоенпромом РБ характеристики на бумаге о дальности стрельбы в 300 километров и тому подобное, так как подтвержденных данных о боевой эффективности применения
применения системы пока нет. Конечно, за исключением кадров из Азербайджана 2021 года, но по которым тоже ничего не понятно о результативности полонеза, как далеко летела, куда попала и с какими последствиями. При этом Military Watch отмечает, что на фото с церемонии передачи не видно непосредственно пусковых установок с контейнерами для ракет, а показаны только транспортно-заряжающие машины и модуль управления. Поэтому легко можно назвать любую РСЗО даже самой опасной в мире, когда у нее невидимые ракеты. Но я напомню, что именно ракеты для предыдущей версии полонезов собираются в Беларуси вручную из китайских комплектующих. Соответственно, есть обоснованные сомнения как в достаточном количестве самих ракет, так и в актуальных поставках необходимых материалов из Китая. Тем не менее, пропагандистское издание Белта называет анонсированную Польшей закупку 500 штук систем «Химарс» жестом отчаяния перед мощью белорусской армии. Ну что ж, на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Слава Украине! Живе Беларусь!